Всем привет, вы на канале Пользы.нет, меня зовут Саня, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. У меня в руках было больше, наверное, 6 сотен пар беспроводных наушников, около 4 сотен обзоров на них есть. Наверное, штук 50 различных топов, последние, наверное, штуки 4 я советую посмотреть в ноябре-декабре уже были на канале, в январе пока новых ТВСок не было. И сегодня, вопреки всему, несмотря ни на что, вы слышите вход на родовские микрофоны, как вы видите, в паре с айфоном. Сейчас я, после того, как отключу родовский микрофон, буду подключать по очереди ТВС наушники с разных ценовых сегментов. Насколько они хороши, по моему мнению, я буду вам как раз рассказывать. Вы сможете услышать в разных условиях обстановки, то есть будет здесь локация, скорее всего, у дороги, и локация где-нибудь там, не знаю, в баре, чтобы было громко, но не дико. И вы сможете оценить для себя, что лучше, что хуже, чтобы вы понимали. YouTube, разумеется, сжимает, после рендера, разумеется, звук будет другим. Разумеется, помимо всего этого, то, что слышите, влияет еще и источник вашего звука. Я же не знаю, что у вас за наушники. Может, у вас наушники Lenovo? Тогда будет вообще все мрачно, какие бы хорошие микрофоны не были. Родовские вы запомнили, как звучат. Это идеал. Без микрофона вы тоже услышите. И чтобы вы понимали, это в паре с айфоном. Следующий топ, если вы поставите этому видео лайк, напишите в комментариях «Саня, жги», будет уже с андроидом и, может быть, других смартов. Почему эти? Возможно, не потому, что это лучшие микрофоны. Лучше, разумеется, здесь будут у AirPods. Нужно понимать, что эти наушники стоят 1000 рублей. И не факт, что вам необходимо вот купить эти за 2000 или купить какие-нибудь Sony, которые, к слову, очень сильные, или Синхи упали в цене. Sony уже можно за 15 взять. Вот это Синхи. Но они про звук, а мы про микрофоны. Смотрим. Даже локация, микрофоны отключены. Не забываем подписываться на телеграм-канал взаимопомощи, телеграм-канал скидок и мой личный телеграм-канал, где я, к слову, запостю вот эти видео без сжатия. Вы сможете их скачать и послушать, во всяком случае, без моего рендера и без сжатия YouTube, и, разумеется, выбрать себе источник. Микрофоны отключены, это родные микрофоны у Яблока. Начнем мы с полного великолепия. Это самый дорогой из всего топа девайсов, даже чуть дороже Sony, AirPods Pro 2 Gen 2. У меня будут AirPods Pro 2 Gen 1. Вот сейчас я каждый раз буду говорить от топа до копыт пыль по полю летит, и это канал Польза.нет. Вы слышите, насколько хорошо отрабатывают данные микрофоны, даже если говорить тихо. Это, разумеется, первое место. Это уже Huawei FreeBuds 4. К слову, лучшие беспроводные вкладыши, по моему мнению, с активным шумоотдавом. Да, Xiaomi выпустили свои четверки. Xiaomi Buds 4 обзор, разумеется, на канале, так же, как на все эти наушники есть обзоры на канале с примерами работы микрофонов, но мы помним, что первое, разумеется, допилили прошивки, то есть я сегодня скачивал новую прошивку на Sony, Синхи чего-то свои прошивки не обновляют, ну и в топку. Xiaomi-то обновили прошивку, то есть сейчас вы слышите в стоке, по моему мнению, лучшие ТВС наушники среди вкладышей с активным шумоподавлением, потому что у Sony они отсутствуют, в принципе, у них там есть эти эски, но неважно. Здесь от топа до копыт пыль по полю летит, и еще раз Huawei FreeBuds 4, цветов у них море, микро по мне со всеми смартами работает неплохо, опять же за счет в первую очередь ножки. Чем ближе звуковод, тем лучше звук. Ну, а теперь вы слышите Xiaomi Buds 3. Xiaomi-то в плане микрофонов, в плане наушников и всего остального сделали огромный шаг вперед, я считаю. Почему? Потому что мало того, что у них одни из самых потребных программ, одни из самых грамотных обновлений прошивки, у них просто безумный модельный ряд. Вспоминаем даже те же Poco, которые у Genshin Impact линейку делали красненькую. Все у них хорошо. Что у них плохо? Да плохого-то и нет, просто звук хороший, микрофоны вы сами слышите, и если у вас телефоны от Xiaomi, вообще проблем никаких нет что-то приобрести, учитывая, опять же, что они наконец-то выгрузили вкладыши еще и с активным шумоподавлением, это очень круто. Это у нас затычки, выглядят они хорошо, плюс-минус форм-фактор они копируют, наверное, в моделях 9, они так выглядят, все эти 9 моделей, разумеется, на канале. От топа до копыт пыль по полю летит, Польза.нет, продолжаем выбирать. Продолжается банкет, это Omfin FreeBuds, это, я не знаю, One More, не One More, можете по-разному относиться к суббренду, который дешевле, который Xiaomi придумал One More придумал Omfin.
это не важно. Вот эта штука реально стоит безумно дешево, ее можно приобрести в любом магазине у ритейла. Я прекрасно понимаю, что такой форм-фактор и такая стоимость не подразумевает каких-то супер качеств у наушников, с одной стороны. С другой стороны, видите, в тихих условиях обстановки, где нет какого-то супер громкого шума, где нет проезжающих машин, где вас ничего не раздражает, супер ревибрации нету, то есть здесь нет стен позади меня, и поэтому более-менее можно разговаривать. Но помним, что разговоры это чуть ли не самое важное качество для гарнитуры. Почему? Потому что одно дело звук, но звук в проводе будет всегда лучше за стоимость в раз в 10 меньше. Особенно это видно на полноразмерных наушниках, тех же АКГшках. Они там продают с Bluetooth модулем за 10 тысяч, а без Bluetooth модуля за 1000 рублей. Очень-очень часто. К чему это все от топота копыт пыль по полю летит, и это уже все-таки пятая пара. И сейчас вы слышите, как AirPods Pro 2 первого поколения, которому уже больше 2 лет, справляется с микрофонами. Почему справляется? Ну, потому что, в принципе, из-за звука точно смысла менять первую на вторую версию нет, а вот из-за микрофонов, если вы переключитесь на начало ролика, либо, опять же, вы смотрите все это дело в записи в телеге в отдельных, получается, нарезках, я могу сказать, что вот это звучит чуть-чуть хуже, чем второе поколение, и может быть даже значительно хуже по стоимости. То есть, если вы будете выбирать все-таки, что покупать, стоит ли переплатить эти 4000? Нет. Я скажу, что стоит переплатить. Если вы будете переходить с первого поколения на второе, ради микрофонов или ради звука, я скажу, не стоит, потому что слишком вы много потеряете. И не так много приобретете. Опять же, по моему субъективному мнению, от топота копыт пыль по полю летит. Польза нет, фронталка, 4К 60 FPS, яблоко. Продолжаем. Шестая пара. И сейчас Sennheiser Momentum True Wireless 2, им, конечно же, не 1 год, с одной стороны, с другой стороны, они хорошо выглядят и великолепно звучат, не особо удобно у меня все равно в ушах, хотя я к ним более-менее привык, там так же, как к Соникам. Это, к слову, Саня, а что ты сделаешь с наушниками? У меня их еще 2 пакета, мне кажется. То есть самые интересные и самые лучшие я себе, разумеется, оставляю, ничего не продаю, не выбрасываю, не дарю. Почему? Как раз для того, чтобы иметь возможность сделать вот такие вот а-ля топы. Почему а-ля? Потому что вы примерно представляете, сколько эта штука стоит, с одной стороны, с другой стороны, какую в итоге вы гарнитуру получаете. Я не скажу, что микро у них плохие, я не скажу, что микро у них хорошие, я скажу, что вот в этих условиях обстановки вам, в принципе, будет достаточно. Но вы слышите разницу, правда? От топота копыт пыль по полю летит, польза нет следующая. Очередной банкет это Sony. Четвертые, мои любимые. Почему любимые? Потому что, несмотря на то, что у них очень маленькая диафрагма, что у них вроде бы с перебором панч, то есть здесь и прямо объемы, вот эти басы, прям ух, с одной стороны. С другой стороны, меня радует, что эти наушники не просто постоянно обновляют, а постоянно обновляют и улучшают. Эти наушники меня радуют то, что у них, хотя есть недостатки, я реально всегда могу ответить себе, почему они так дорого стоят. Я не пиарю сейчас Sony, разумеется, это оверпрайс, но если говорить про звук, у них стоимость такая же, как у AirPods Pro 2 Gen. И сравнивать, ну это как минимум будет пошло. Почему? Потому что яблоко не ушло вперед по звуку, а вот это дело все равно пытается что-то сделать новее, интереснее, и у Sony получается. По микрофонам сами оценивайте, от топота копыт пыль по полю летит. Подписывайтесь, кстати, не напоминаю. И следующее. И теперь наушники Honor X Buds 3 Lite. И это даже не Honor, это Honor Choice. Насколько они хороши? Настолько, что за чуть больше, чем 1000 рублей вы получаете мультипоинт. Вот такая мини-реклама этому дешманскому пластику, этому странному размеру, с одной стороны. С другой стороны, когда вы видите их в моих ушах, а вы их видите, и вы слышите микрофоны, вы точно не сможете подумать, что они стоят 1000 рублей. Нет, они, во-первых, выглядят лучше, а во-вторых, по функционалу, по звуку и по всему остальному, я считаю, что вот это прямо эталон лоукоста. Почему эталон? Вы сейчас услышите примеры работы Lenovo, но напоминаю, что Lenovo это не Lenovo. Все, что выпускает Lenovo из разряда часов или наушников, это OEM. Это такие вот инженеры сидят, маркетологи, которым привозят с разных заводов просто коробки всякого и они из этого пытаются нам конфетку сделать, где что-то работает, они ставят шильдик Lenovo и продают нам. А это уже лирика, от топота копыт пыль по полю летит, польза нет.
ThinkPlus GM2 от Lenovo. Эти наушники у меня уже, наверное, 3,5 месяца, если не больше. И я никак не могу созреть для их обзора. Почему? Ну, потому что, еще раз повторяю, что Lenovo это OEM, с одной стороны. С другой стороны, вот эти конкретно наушники я там не выбросил и не ругался на них. Почему? Потому что они не умерли. То есть левый, правый не отваливаются, звучание какое-то есть. И если я созрею, вы обзор, разумеется, увидите. Сейчас вы слышите, как работают микрофоны, они даже внешне, если не смотреть на бокс, выглядят неплохо. И это один из удачных, по мне, примеров OEM. Почему? Потому что самое страшное в OEM, если она быстро помирает. Это дело не погибло, как работают микрофоны в сравнении с остальными, вы слышите. От топота копыт популь летит, польза нет. Смотрим дальше. 10 наушников вы посмотрели в этой локации. Теперь в помещении не предназначенном. И теперь немного синхайзеров, опять же, те же ревибрации, я себя слышу, плюс еще в них, ну, здесь все зависит от того, включите вы режим шумоподавления, режим прозрачности или еще что-то. Напоминаю, что на канале есть топ-100 наушников. На лайв-канале по микрофонам я его выгружал где-то год назад. Народу не особо зашел, но по топ-30 там было 3 штуки. Люди смотрели, поэтому если вам это дело зайдет, будет новые 10 ТВС, либо с андроидом, допустим, я сейчас хожу с Vivo X90 Pro Plus. Могу с ним все это дело вам записать. По поводу этих ушей, конечно, они очень долго раскачиваются, то есть пока ты их подключишь, пока они начнут тебе что-то воспроизводить, это симхи, это из разряда секты. С одной стороны. С другой стороны, вы же для микрофонов сюда пришли, и от топота копыт пыль по полю летит, польза нет, в помещении смотрим. Ну и теперь в обратном порядке, те же Lenovo в помещении, не предназначенном для записи звука. Ощущаете, как фронталка у яблока радуется. Пусть здесь освещение не топ, но все равно она как-то справляется. К чему это все? Конечно, бокобесные наушники в плане микрофонов, с одной стороны. С другой стороны, вы должны четко понимать, что вот это вот, в принципе, это топ до 1000 рублей, наверное, потому что в моей практике очень много наушников, особенно от Lenovo, просто погибло в течение, там, не знаю, 2-3 недель, пока я их тестирую, и все, что вы видите на канале, в принципе, оно переживает какие-то временные интервалы. Если оно не переживает, вы чаще всего это дело не видите. Как говорится, интересные дела. Это Xiaomi, это трешечка, и вот сейчас вы слышите, как они работают. Если брать во внимание кейс, он мне нравится. Если брать во внимание форм-фактор наушников, мне он заходит. Если брать во внимание их вес, вот одни из, наверное, самых оптимальных ушей. Почему? Почему? Потому что я напоминаю, что, опять же, по моему опыту, опыту моих коллег, до 5 граммов веса вы вообще ничего не ощущаете. Свыше 5 вам приходится чуть-чуть потом, ну, привыкать. Если говорить про форму, они все плюс-минус всегда друг друга копируют. Если, кстати, еще раз повторяюсь, говорить про качество микрофонов, самое интересное вас ждет впереди в этом ролике, если вы все-таки дотерпели, там перекрутили еще что-нибудь. Но напоминаю, заходите в мою телегу, я туда после ролика через сутки где-то выгружу все вот эти вот штуковины по полной программе, без всяких сжатий, просто файлами. И вы сможете для себя определить, если вам что-то понравилось, настолько ли хорошее было звучание или нет, ничего ли не сделал с ним YouTube. Почему? Потому что, скажу плохое слово, но мои подписчики используют и по-другому не использовать. Если вы используете кружочек, допустим, в телеге, Telegram очень сильно шакалит аудио и видео, при том, что он сжимает до такой степени безобразия, что AirPods Pro, которые звучали сейчас для вас, может быть супер хорошо, там будут звучать так ужасно, как будто это наушники за 600 рублей. И смысла покупать для кружочков, если вы блогер, ну только для красоты. Можете любой фейк купить, чтобы главное работало, потому что все равно вам нужно будет искать какое-то место, где будет более-менее запись. И помните, как в начале рода хорошо работали, правда? А это наушники, которые приближаются по стоимости к профессиональным микрофонам-петличкам. Сейчас, если брать во внимание, что это Sony, я хочу напомнить часть поговорки по поводу того, что необходимо залезть на елку и ничего себе не ободрать. Это возможно, но возможно только в одном случае, если ваши финансы не поют романс. В принципе, всего там, у меня 1500 роликов, наверное, может даже уже 2 на 2 каналах. Huawei FreeBuds 4, эталон того, как должны делать вкладыши, и я не про их блестючесть, а про то, как они звучат, про то, какой у них активный шумодав.
Но, возможно, опять же, не про микрофоны. Почему? Потому что микрофоны вы сами слышите, вы сами решаете для себя, какие микрофоны, по-вашему, лучше работают. Если кто-то мне напишет: Саня, ты понимаешь, с андроидом все по-другому. Нет. Нет. Вот у Яблока, да, если вы берете микрофоны Яблока, то с андроидом они будут звучать хуже. Если вы берете микрофоны Huawei, то с Huawei они будут звучать лучше. Но плюс-минус те же тапки, только в профиль, если по среднему значению, опять же, сравнивая в каком-то конкретном девайсе. Еще раз повторяюсь, что если этот ролик каким-то образом зайдет, там, не знаю, 20 тысяч просмотров, там, 1000 лайков наберет, я, скорее всего, повторю с андроидом. Ну, в течение недели, окей, потому что все-таки канал должен расти. А в целом, во-первых, вы видите пример работы фронталки в 4К 60 FPS у Яблока, что не может почему-то корпорация BBK очень долго сделать. А с другой стороны, вы слышите, как работают микрофоны в помещениях, и я реально, может быть, плохо очень отношусь к бренду Huawei, потому что я считаю, что их смартфоны без Google всего это кирпичи, которые вы не сможете никогда перепродать. С одной стороны. С другой стороны, я обожаю их аксессуары. У них лучшие наушники, у них лучшие часы за свою стоимость. Почему? Наверное, потому что они под санкциями, и им приходится продавать это очень дешево иногда. Но кто не носит Honor Magic Watch 2, да, которому 3 года, очень много людей приобрело, очень много людей радуются. И, может быть, все эти войны, корпорации, они нам иногда на руку, если мы включаем мозг. От топота копыт пыль по полю летит Huawei FreeBuds 4. Девятые в этом банкете фавориты моего главного администратора Апоссума. Почему? Потому что дешевые, потому что, еще раз повторяюсь, я, наверное, каждый раз, когда буду записывать на них микрофоны, у них есть мультипоинт. Для меня это дикость какая-то. Тысяча там, с копейками рублей в любом магазине ритейла, которые раскидывали их просто, только купите, только заберите. И там мультипоинт. И мы такие с наушниками по 10 тысяч рублей. Что? Ну, хорошо, что у OnePlus, допустим, в прошках допилили мультипоинт. То есть теперь у OnePlus прошечных ушей есть мультипоинт. С прошивкой завезли, с одной стороны. С другой стороны, кстати, Pro 2 я вчера скидывал в телегу 7700 рублей. Вообще цвет, блеск, красота. То есть вы получаете наушники, ТВС-очки с мультипоинтом, со всеми делами, новенькие, за 7 тысяч новые. Ну, их еще вопрос, когда пошлют. А к чему это все? К тому, что вы сейчас слышите примеры микрофонов в тех же условиях. Продолжаем смотреть. От топота копыта пыль по полю летит. Польза нет. Продолжение банкета и сейчас, вот прямо сейчас. Как вы думаете, что вы слышите? AirPods Pro 2 Gen 2 или Gen 1? И барабанная дробь. Да, правильно, по этой железячке вы можете определить, что это, в принципе, Gen 2. Но, снова, бокс можно менять, да, он будет пиликать, если будут другие наушники, с одной стороны, с другой стороны, заряжать будет. И это не пиар AirPods, это как раз то, как будут, в принципе, работать микрофоны в помещении, не предназначенном для записи звука. Напоминаю, что если вы сидите в офисе, вы должны на это все накладывать еще работа МФУшек, соседей, и какие-то отвлекающие штуки, с одной стороны. С другой стороны, если вы работаете дома, либо общаетесь где-то дома, то относительно неплохие условия, в итоге у вас получится вот такой результат. От топота копыт пыль по полю летит. Про AirPods Pro 2 Gen 2 у меня недавно был обзор. Посмотрите, он прям всеобъемлющий. То есть я рассказал там, мне кажется, 99% информации, которая вам нужна. Но самое, конечно, интересное, это как определять оригинал. И самое интересное, это как подстраивать звук под свои уши. И нет, у них нет эквалайзера. У них есть эквалайзер в Яме, Яндекс.Музыке. У них в своем эквалайзере нет ручной настройки. И я считаю, это... Ну, вы поняли. За такие деньги, серьезно. И вот мои любимые саундкоры. Это один, то же самое, помещение, вибрации, то же положение камеры, тот же источник, то есть я, и тот же приемник, то есть смартфон. Единственное, поменялись мы в этом алгоритме с наушниками. Если говорить о перегрузах, они есть, даже когда я буду разговаривать. Поэтому я как раз не пытаюсь вам, там, не знаю, кричать или записывать концерт идти, или записывать крупногабаритный транспорт. Почему? Потому что, по большому счету, это не те сценарии использования, в которых вы даже разговаривать с кем-то будете. То есть смысл пытаться имитировать работу микрофонов в месте, где шумов больше, шум выше, чем уровень информации полезной, звука вашего. И вот в таком сценарии вы будете с кем-то говорить. То есть вы всегда должны понимать, что если вы идете вдоль дороги, и там едет какой-то там, не знаю, бомбовоз и бибикает, и вы такие, микрофоны, какой шлак.
Вы представьте, что напротив вас стоит человек, вы пытаетесь с ним заговорить, он вас услышит. Если вы отвечаете себе нет, то с какого перепуга вас должны услышать микрофоны, если вы даже забыли весь школьный курс физики? Вот примерно все, что я хотел сказать по поводу анкеров, от топота копыт по полю летит, и справляются или нет, решать вам. Теперь пора поумирать умфин-бацом. Умфин, ну вы поняли. Ссылка обязательно будет в описании. Что я могу сказать по поводу любых наушников уже в этой среде? Это, скажем так, next level, то есть здесь им сложнее записывать, потому что здесь звук отражается от стен, никаких... У меня есть, в принципе, звукопоглощающие панели, но я сейчас специально снял. Почему? Потому что ну, не собираетесь разговаривать ни с кем в студии, правильно? И сейчас у вас идеальный вариант для того, чтобы понять, сможете ли вы с кем-то разговаривать в помещении, и не будет ли этот кто-то, если вы будете говорить с ним по этим наушникам, скрипсти ногтями по этим же своим стенам, потому что им не будет нравиться звук. А они вас будут слышать примерно так же, как вы сейчас слышите меня. И я скажу, что это важно, чтобы лишних шумов не было слышно. Они вот сейчас для вас прям слышны. А топот копыт и по полю летит. Польза нет, смотрим дальше. И десятое, как говорится, YouTube мне не простит. Я напоминаю, что YouTube мало того, что оценивает качество видео, он оценивает качество звука. Поэтому любые подобные тесты, разумеется, YouTube в рекомендации никогда не попадают. Подписчики, я надеюсь на вас. Всем, кому хочется мне помочь, напоминаю, что вы можете поделиться этим роликом просто-напросто со своими друзьями, когда они будут вам рассказывать, что AirPods 1, они такие крутые, а у меня наушники за 1000 рублей, и, в принципе, в моих сценариях использования даже вот этот вот бородатый седач говорит, что все норм, послушайте. У меня нет смысла вас обманывать, почему, еще раз повторяюсь, я не являюсь амбассадором чего-то, кого-то или где-то. Все еще польза нет существует благодаря вам. И к чему это? К тому, что прошки первые по микрофонам все-таки лучше, чем прошки вторые. Я думаю, что вы это уже заметили. Можете еще раз перекрутить, можете посмотреть. Еще раз повторяюсь в телеге. Опять же, мое субъективное мнение. И напоминаю, что под это дело, допустим, я в первой версии прошек вторых, как звучит, да, приобрел пенные амбушюры. И мне прям хорошо. Для меня лично звук стал приятнее. Вам, возможно, будет как-то по-другому. Если говорить про басы, опять же, ну давайте не будем. Sony запихиваешь в уши и понимаешь, что такое басы. Когда ты запихиваешь AirPods, ты думаешь, что... Что? Где? Я что-то не то сделал? У меня подделка? Проверяешь, у тебя не подделка. Ну, вы поняли, те, кто слушал. И к чему это? От топота копыт по полю летит. Польза нет. Продолжаем банкет. А закончим, во всяком случае, цикл на этой локации мы на ОЕМ-ке от Lenovo. Работает, если хорошо. Если вы слышите только шум, тоже хорошо, вы будете знать, как они работают. В целом, претензия больше всего у меня даже не к микрофонам от Lenovo, а к яблоку. Вот. И все, кто пишет, что AirPods 2 Pro, 2 гена первого поколения лучше работают с 14 версией смартов от яблока. Нет, у меня есть 14, я просто еще не доделал обзор. Но ходить я с ним не буду. Я еще раз повторяю, что основной мой телефон сейчас это Vivo X90 Pro Plus. К слову, вчера телеги скидок я скидывал его за 70. Я его сам покупал за 88. И да, это печаль, но зато обзор уже на канале. Микрофоны с них, им больше всех не повезло, потому что здесь уже включили музыку. Надеюсь, за этот фон YouTube меня не забанит, не скажет, что вы тырите чужую музыку. А в целом, насколько меня слышно, хорошо или плохо, решать вам. Напоминаю, что чирикают птички, ветер средненький, катаются табуретки, человек играет в бильярд. И от топота копыт по полю летит, польза нет. И чуть не забыл, от топота копыт по полю летит, ветер все еще минимальный, но есть. С другой стороны, наушники работают, микрофоны работают. Ей. И он финбац. И хочу отметить, что несмотря на то, что одни устройства стоят 15-20 тысяч рублей, а другие устройства стоят 1000 рублей, наушники подключаются с ранее сопряженным устройством, то есть все они сопряжены с телефоном вообще моментально. То есть я достаю их, вставляю в уши, и если ничего не подключено, iPhone переключается на эти наушники. Никаких других манипуляций мне не надо было делать даже с Lenovo.
Как говорится, мои волшебные Sony. И нравятся они мне в первую очередь не даже звуком или микрофонами, и да, звуком, само собой, а тем, что еще и работают они быстрее и быстрее с каждым разом. То есть сейчас я обновил прошивку, и даже, вот, допустим, в стоковой камере, в которой я использую сейчас для записи, точнее, я использую не стоковую, а я использую DJI-овскую, они отрабатывают моментально. Если все остальные наушники нужно ждать, тормозить, еще что-то, здесь они хлоп и сразу заработали. От топота копыт по полю летит, услышали, как они работают с табуреткой. Этого достаточно, у дороги еще тест будет. А вот А1 не повезло. Почему? Все очень просто, потому что кто-то где-то что-то начал пилить, и бильярд, хотя и не работает, вот видите, только что проехал еще две табуретки. Насколько хорошо и громко все это было, я не знаю, потому что здесь пассивная шумоизоляция уровня космос. Они прям залипают тебе, как будто беруши в уши засовывают. Но в целом вот так вас будет слышать собеседник бильярдный. А топот копыт по полю летит. Но напоминаю, что здесь нет стен, поэтому ревибрация минимальная. Кстати, переслушивал X3 Lite, который сейчас вы слышали, и мне они понравились. А если говорить о Xiaomi, я повторяю, что с точки зрения веса и эргономики, это самые, наверное, ну, одни из самых невесомых наушников, которые у меня лично в ушах бывали среди затычек. Не знаю, как они это сделали, либо за счет того, что пластик тактильно такой, как матовый, очень странный. Но в целом, мы же про микрофон, а топота копыт по полю летит, iPhone желтит. Наши любимые X3 Lite, Honor Choice. Почему? Потому что мультипоинт, повторяюсь, дороже чуть 1000 рублей. Но главное не это, главное микро. Опять же, не слишком сильный ветер, от топота копыт по полю летит, но все равно табуретки катаются исправно. Так что плюс-минус вы слышите одинаковые условия для всех наушников. И вот оно, первое поколение AirPods Pro, и те же самые условия от топота копыт по полю летит. Пример съемки фронталки ужаснейший. Видите, если не настраивать ничего, не пытаться подобрать условия, то вроде бы все хорошо, света хватает, а видите вы, здесь смартфон за 8000 рублей. Но не об этом рассказ, вот так отрабатывают микрофоны в бильярде. Продолжение теста микрофонов от топота копыт по полю летит. Это все еще синхи, это все еще серенькая радость, которая все еще работает, радует звуком. Опять же, звук у них особый. Если он вам заходит, вряд ли вам зайдут Sony. Описывать смысла нет. Почему? Потому что вот такие вещи нужно слушать, а микрофоны как работают, вы слышите. Здесь плюс еще и табуретки катаются. Небольшой тест микрофона в баре, не сильный ветер. Вы видите, как желтит лицо, когда солнце мне бьет в лицо iPhone. И вроде бы вот так будут работать микрофоны на AirPods Pro Gen 2 Pro 2. Одноразовый пример работы микрофонов исключительно с AirPods Pro Gen 2. Почему? Потому что бы кто ни говорил, если у вас ветер, если вы движетесь, при любом раскладе никто ничего записывать нормально не сможет. И единственный вариант это так же, как примерно с съемкой. Ночью все плохо снимает, а в движении все плохо записывает. Ну и финализировать бы мне хотелось это стандартным образом. Рядом с дорогой, оживленное движение, люди ходят, разговаривают по телефону довольно громко. Это AirPods Pro 2 или 2 Pro, кому как удобно, первого поколения. Насколько хорошо меня слышно, вам оценивать. Шум примерно одинаковый. Единственное, да, человек, который здесь разговаривает, он разговаривает все громче и громче. Давайте не будем убивать, потому что, скорее всего, он перестанет говорить рано или поздно, и другие наушники будут в лучших условиях. Поэтому оставим пока такой пример. От топота копыт по полю летит. Так вас будут слышать собеседники. Ну что же, а теперь многострадальные Sennheiser, та же локация, настолько же противный звук вокруг и насколько хорошо этот форм-фактор отрабатывает, решать вам. Напоминаю, что у них почему-то прошивки прилетают с худшей периодичностью, чем с теми же Sony. Очень многие мне пишут, кстати, потом уже в комментариях через год, через полтора, что там происходит с фалконами и остальной прелестью по поводу стабильности их работы. Хотите ультра премиум, ультра, вы знаете, что у вас ультра премиум потом забудет, и все, и он будет искать своих супер новых покупателей, а на поддержку это вам не Sony. К чему это все? Сейчас вы слышите, как работают микрофоны, можно сказать, это ультимативный обзор. Разумеется, от топота копыт по полю летит, польза нет. Заход номер 3, все те же условия, единственное, уже машины начинают останавливаться, но табуретки катаются, поэтому, в принципе, вы слышите, насколько теперь уже редмики, давайте я без всяких шильдиков буду так говорить, и в порядке убывания 10.9 напишу все в описании.
К чему это все? Вот так будут работать ваши микрофоны рядом с дорогой, оживленной, если вы решите разговаривать по Xiaomi-шкам. И, разумеется, от опыта копыт популяритет польза нет. Продолжение банкета уже Sony. Sony, помним, четвертый, пока последний, к сожалению или к счастью. На них ценник, не сказать, что лояльный, но конкретно упал. То есть сейчас мы всегда можем выбирать. Хотим мы попсу AirPods Pro 2, Gen 2 или дешевле купим Sony, которые про звук. И еще много про всего, про что, скорее всего, я сделаю даже новый обзор на них. Почему? Потому что прошло время, ценник упал, они стали с прошивками лучше и даже добавились новые функции. Но к чему? К микрофонам. От топа до копыт летит дорога. Смотрим. А теперь дешево и сердито. Омфинги, те же условия. И самое интересное мне всегда кажется это слушать или смотреть что-то на контрасте. Ладно, смартфон не меняется, значит приемник не меняется, а источник не меняется. Но вот, собственно, микрофоны у нас меняются. И насколько лучше все-таки Sony, 15 или 16 раз они лучше, чем Monfink, решать вам. По мне, и, разумеется, от топа до копыт популяритет. Еще одно мракобесие уже от Lenovo, и, ну, почему еще одно? Это единственное мракобесие, это единственные OEM. Что такое OEM, я уже вам рассказывал. Опять же, дорога, пока все хорошо, меня никто не сбил, наверное, не собьют, надеюсь. Но самое важное, то, как работает микрофон, от топа до копыт популяритет, супер-мега дешевая штука, и примерно то же самое вы получите в любых наушниках класса до 1000 рублей, и я нашел это на Али, классно выглядит. Примерно так. Ну а теперь Huawei FreeBuds 4, те же условия. Напоминаю, что любимчики это мои любимчики, но еще раз напоминаю, что у меня глобальная версия, это значит, что это глобальная версия и беспроводная зарядка бокса. Если вы увидите версию AEC, RST, как хотите называйте, то, что делают специально для нас и продают специально наш ритейл от великого и ужасного Huawei, знаете, беспроводной зарядки там нет и люфту крышки больше. Вот такие вот дела. К чему это все от топа до копыт летит? Думаю, что микро вы уже смогли оценить. Исходники, телеги, еще раз повторяюсь, наушники. Теперь А1 это анкера, еще и собака ругается. Но напоминаю, что все наушники были обновлены, если была возможность обновления. Все наушники полностью заряжены, работают оба микрофона. Все проверялось до, собственно, теста. От топа до копыт пыль-попу летит, рядом оживленное, все оживленное. Поэтому оцениваем и решаем, что вам больше нравится. Теперь Earbuds X3 Lite, по мне, очень даже неплохие уши, но это получается как типа реклама. Не реклама, пожалуйста. Их постоянно продают, 10-й раз за ролик говорю, на сейлах у всех сеток, наверное, для того, чтобы... Наверное, не для того, чтобы, наверное, потому что их много наклепали, или не знаю, куда девать, потому что выглядит все это намного хуже, чем работает, стоит и по функционалу. И к чему это все? К тому, что вот так работают микрофоны, от топа так капает пыль, по полю летит. Все, дальше. Ну а резюмировать бы мне хотелось, разумеется, на AirPods Pro 2 Gen 2. Напоминаю, тривиальные моменты, пока вы оцениваете, насколько хорошо работают микрофоны. Все микрофоны всех беспроводных наушников всегда лучше работают с родными брендами. Если это бренд BBK, то у них есть подбренды. Допустим, наушники у Realme свои, у Oppo свои, у Vivo свои. Если вы покупаете тем более супердорогие, допустим, Oppo X2 или, не знаю, еще что-нибудь там супер-мега космическое, приобретайте точно всегда к своему смартфону, потому что у вас, чтобы у вас был оповский смартфон, чтобы у вас был максимальный функционал. А то вы получаете, переплачиваете черт знает за что. Окей, в Sony вы переплачиваете за бренд и за звучание, но сейчас и за функционал. Во всех остальных наушниках стоит переплачивать в одном случае, когда у вас флагман, вы понимаете, что вы будете использовать кодеки высокой четкости, и вы еще понимаете, что вам нужны микрофоны. Всем, кто хочет помочь проекту, огромное спасибо, если оставите комментарий больше 5 слов и поделитесь данным роликом, потому что очень многие говорят, вот у меня микрофоны лучше, у тебя шлак, еще что-то. Всем еще раз напоминаю, что Telegram, к сожалению, очень сильно портит звук. Напоминаю, что все исходники вот этой штуки я сгружу в Telegram-канал свой личный в описании. Понятно, там много всего, но зато будет из чего выбрать. И, наверное, основной момент это не забудьте подписаться на Telegram-канал взаимопомощи, Telegram-канал Skidit и написать, чтобы вы еще хотели увидеть на обзор. Обзоров будет еще много, если хотите то же самое с Android, может быть с другими чуть-чуть девайсами, но фавориты все равно все будут те же. Это AirPods Gen 2, Slimky, Sony.
Ну, что вы еще мне сможете предложить? Oppo по оверпрайсу, который работает только с Oppo, который толком в России даже не продается. Я имею в виду именно объема. Ну, вы поняли. Всем добра, всем девайсам из топа, даже мракобесному Lenovo, ноунейму, третьему эшелону, учитывая, что его можно купить за 600 рублей, тоже да. Добра и удачи вам, дорогие друзья.